Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Чего ждать? Давайте вот такой вопрос зададим. И, конечно, у каждого свои ожидания, или уже есть те вопросы, которые находятся в процессе решения, вы чего-то, ну, как результата, может быть, ожидаете. Есть и у каждого свои планы, но еще и за время планетарных транзитов последних месяцев уходящего года могут напомнить о себе какие-то либо давние вопросы, проблемы. Есть такое. Некоторые тайны мы можем узнать. Или нас, словно обстоятельства жизни, могут поставить перед каким-то фактом, и нам придется делать его своего рода выбор. Этого тоже нельзя исключить. В целом может быть много эмоций, как и радостных, не без этого, но могут быть и сожаления. Однако есть те вопросы, которые потребуют именно вашего решения и вашего влияния, внимания. Давайте настроимся услышать подсказки собственной интуиции. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И наш расклад, он не расскажет, конечно, о перипетиях вашей жизни или каких-то нюансах каждого из вас. Но если мы рассматриваем один из тысячи альтернативных вариантов развития событий, то какую-то подсказку мы определенно получим, ведь когда мы смотрим расклады, каждый думает о чем-то своем. Самое главное, и для вас немаловажно, кстати, вот именно эта интуиция или ваше видение по любому вопросу, потому что какой-то материальный фон, он мог быть для вас как шумовой фон, создавать помехи, преграды, больше заставлять действовать с позиции, ну, может быть, в чем-то даже материализма, а для того, чтобы вот как свою миссию, а у вас действительно миссия какая-то, и это не только до конца 2024 года, это только самое начало. А какие-то таланты вы будете раскрывать в 2025-2026 годах. Поэтому услышать самого себя в целом для вас и как в эти месяцы, так и на последующий период, мои дорогие девы, это задача номер раз. Мы идем вперед. Что же случится или в какой сфере жизни, возможно, начнутся те или иные перемены или чему придется уделять больше внимания? Это будет первая карта, а вторая, если мы говорили о месяцах, значит, достанем по карте на каждый месяц. И это у нас будет октябрь, ноябрь, посмотрим энергии, и декабрь. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно в вашей жизни? И к чему все это идет? Что исполнится? Какая тайна откроется? И чего ждать? Какое продолжение? Для чего все это было нужно? Что же случится? Вот какая-то задача по достаточно мелкая карта, пятерка пентаклей, когда у нас есть именно сожаление. Вот есть по какому-то вопросу сожаление. Может быть, эта карта говорит первое, недопонимание или отсутствие взаимопонимания, и из-за этого какие-то помехи, препятствия создаются. Для кого-то из вас это решить финансовый вопрос или не допустить какого-то финансового минуса. Держать, в принципе, в фокусе внимания область взаимоотношений и ваши деньги конкретно. Давайте, чего это может касаться, немножко раскроем. Мелкая карта, которая не проигрывается надолго, но, кто знает, может быть, в одной из сфер жизни, отношения, финансы, произойдут какие-то перемены. Чего это может касаться? Чего бы ни касалось, у вас сильная позиция. Для мужчин, кстати, это может касаться личной жизни по части того, что есть женщина, очень яркая, харизматичная, привлекательная, который словно магнитом меня тянет, но она от меня закрыта. Есть такой момент. И правда, по карте сила женщина очень самодостаточна, но она сама по себе. Мои дорогие девочки, для вас великолепно. Это вы
притягательны, это вы привлекательны для противоположного пола. Но эта карта больше все же самодостаточности вашей силы, реализации ваших планов. И вот как раз и по части отношений вы любую ситуацию можете выровнять, так и по финансам тоже. Единственный момент, всегда карта силы, у нас изображен лев на карте, и вот здесь он у нас в цветах. Так вот, это прообраз нашего эго, поэтому где-то придется себя, может быть, и будет словно, знаете, энергии такие. Хочется сказать все то, что я думаю, а где-то себя придется сдерживать. Это карта дипломатии, когда мы себе не вредим какими-то такими активными действиями. Карта силы, но это сила мягкая, скрытая, за кулисами. И тем не менее, она всем управляет. Сильная позиция, правда? Что же это может быть еще? Вы знаете, вы эту силу каким-то образом сумеете приложить. У вас выпадает карта Иерофант. Мы говорим, это то, что по судьбе, это как карма. Да, для кого-то из вас напрямую, если вы, ведь это великий учитель. И если вы буквально принадлежите к преподавательскому составу, вы можете до конца 2024 года получить высокую должность. Или на работе какое-то признание, построить карьеру. И вам сама судьба будет благоволить, правда? Какие-то, ну, такие, мало то, что статус свой изменить вы можете, так и упрочить за этот период также. Но есть еще и другое значение. Я обычно всегда говорю, вот этот иерофант, или если мы говорим, у вас пятерка пентаклей, отношения. Какие это отношения? Да, вот всегда бывает как бы условно две категории. Есть отношения для счастья, есть отношения, увы, для опыта. Поэтому даже если для опыта определить, что мне мешало или мешает построить отношения, если перед вами стоит эта задача, быть правильно понятым, например, или найти, встретить искреннего человека. Люди не все приходят в нашу жизнь надолго. Мы говорим, по судьбе приходят, да, приходят и по судьбе, но это не на всю оставшуюся жизнь, а на какой-то определенный период. Значит, это тоже может быть, следует признать. Но для кого-то может быть и личная счастливая история. Для тех, кого история не совсем счастливая, тогда есть возможность как раз начать новую, мои дорогие. Будьте внимательны. Это у вас как и деньги, так и возможности по части самовыражения, но и построения личной жизни по судьбе, что называется, да, какой-то судьбоносной встречи. Они у вас определенно есть. Октябрь. Ну, вообще надо заканчивать наши с вами прогнозы, потому что раньше бы так и сделали. Сказали бы, иди. Понятно, что жизнь тебе какие-то сюрпризы и неожиданности приготовит на этот период продолжительный. Но в целом у тебя более чем хорошо все заканчивается. Карта Солнца, карта самореализации, карта, когда у вас действительно получается осуществить какой-то свой проект. И то, что у вас будет в октябре, эта карта предполагает дистанцию. Карта Солнца, выбора правильного направления. И есть, ну, почти четкие сроки, где-то последующие полгода. Или от октября, или я могу предположить, это будет полгода 2025, когда вы будете какой-то проект продолжать. Причем очень успешно, себя развивать. И это может быть все, что угодно. По Солнцу, в принципе, радость, счастье. Поэтому баланс, по идее, во всех сферах жизни должен быть. Хотя эти энергии и достаточно сложные, потому что энергия рвется наружу, это точно. Чего это может касаться? Вы сумеете отстроить свое солнце даже вот при такой башне. Карта башни нам говорит о том, что и тоже старший аркан, внешние какие-то события, они будут на вас так или иначе влиять. Может быть, как раз ваша сильная позиция будет в тот момент, когда для других сложно что-то покажется, а для вас будет само собой разумеющимся, потому что вы люди выносливые, вы люди прагматики. И, ну, когда вот у нас башня выпадает, но нужно быть реалистом. Есть такое значение – успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Я всегда об этом говорю.
И, может быть, для кого-то из вас это будет связано с переездом, чтобы сохранить самого себя. Меня смотрят люди из разных стран. Или как-то, словно вы можете изменить, условно говоря, в шутку, походку в каком-то другом направлении, именно потому что обстоятельства этого требуют. По карте башня надо помнить, что вокруг вас люди, и у каждого тоже какая-то своя игра. Но вот где-то, как и ваши игры, так и чужие, или какое-то взаимодействие, первая карта пятерка пентаклей, не должны перейти в опасность. Поэтому держите руку на пульсе. Не рискуйте своим солнцем. На кону ваш статус, и есть возможность этот статус поменять. Не случайно вам выпадала карта Иерофант. У кого-то может быть смена статуса по личной жизни, мои дорогие, правда? И здесь у кого-то, я могу предположить, как и завершение, например, той истории, которая не может быть продолжена. А для кого-то из вас может судьба свести с человеком новым в каких-то, ну, не совсем стандартных ситуациях, там, где вы этого не ждете. Но или наоборот, какая-то обстановка, которая, ну, может быть, по месту вашей службы, вашей деятельности, она складывается таким образом, что все сложно, но сильную позицию имеете вы. И тогда вам тоже, может быть, как и должность предложена, или, по крайней мере, мы ведь не совсем тут сидим и ждем, когда нам что-то предложат. Мы и сами держим руку на пульсе, отслеживаем события или какие-то шаги делаем навстречу. Но когда у вас удастся какой-то очень важный для вас план. Если меня смотрят мужчины, есть действительно женщина, очень важная, притягательная императрица в вашей жизни. Ну, какая тут будет история, сложно сказать, ведь по старшим арканам тысячи этих историй могут быть, если не миллионы. Но то, что какая-то женщина будет присутствовать, и для вас очень важная, причем такая статусно надежная, это точно. Конечно, у кого-то может проиграться как мама, у кого-то руководитель проекта, может быть, вы пишете диссертацию, почему нет, или какой-то научный труд. И тогда с учетом аркана башня не ориентируйтесь на октябрь, что будет все идти ровно гладко. Нет, будут какие-то все-таки сожаления, но, тем не менее, вы-то выходите к солнцу. И поэтому я могу допустить, мои дорогие девы, если для кого-то минус, а для вас он оборачивается все равно в плюс, может обернуться. От этого где-то ваша смекалка, ваша прозорливость, внимательность, ну и интуиция тоже будет важна. Правильные шаги нужно как будто делать. Хорошо, давайте посмотрим, что ноябрь. Люди могут о себе напомнить из прошлого или какая-то история, может быть, отношений, может быть и дружбы. Это карта искренности, но это еще и карта ностальгии. Поэтому может быть какая-то история, которую вы вспоминаете, или все же по этой карте нас словно находят, или мы случайно можем встретить людей из прошлого. Может быть, вы не видели друг друга, а тут вы случайно возьми и встреча это произойдет. Или вам кто-то напишет. Могут возобновиться какие-то и прежние отношения. Давайте узнаем, чего это касается. В этой колоде туз жезлов означает, когда, знаете, как пороговое значение. Туз, вот этот жезл огненный, он делит нашу жизнь на до и после. Может быть, это будет связано именно с отношениями, мои дорогие. Но это важное решение, которое вы будете принимать. Вы можете, кстати, узнать и тайну, правда. И по семерке мечей в этой колоде карт нам как будто предлагают посмотреть, себя представить в том образе, который изображен на карте. Человек, лица его не видно. И если часто в обычных колодах Таро, в большинстве, мечи изображены всегда острием вниз. А здесь у нас, посмотрите, совсем обратная ситуация. Человек держит перед собой на уровне груди, живота. Он готов обороняться. Поэтому будьте внимательны к каким-то разного рода манипуляциям.
людям, которые могут не сказать правду. И вы действительно можете узнать какую-то правду по поводу, может быть, кстати, и работы, и заработка. Все же это у нас жезл, и это у нас дела, работа, бизнес, деньги. Но могут быть и такие отношения тоже, как до и после. Может быть, кто-то меняет работу или правильно анализирует свою личную какую-то историю, которая по каким-то причинам прежде не сложилась. А здесь вы что-то узнаете об этом человеке. Что это может быть еще? Вот я сказала, как ни поворачивай колесо истории, а у вас все равно будет сильная позиция, и у вас выпадает праздник после победы. Какая бы ни была правда, которая может скрыться в ноябре, или напомните себе люди из прошлого, но праздник после победы в любом случае будет. Где-то берегите себя. Берегите в том плане, что, ну, не все золото, что блестит, но определенно какие-то выводы важные в ноябре вы уже сделаете. И результат у вас будет точно получен. Декабрь. Пятерка жезлов. Вы можете столкнуться с людьми, которые много обещают, но ничего не делают. Или ведут себя как дети. В целом много разрозненной информации. Каждый что-то пытается свое доказать. На вас могут влиять такие энергии, когда захочется себя, кстати, попробовать в одном, во втором, в третьем, в пятом деле. Вам что-то будет интересно. И будет очень важно не переключаться с одного на другое, условно не перепрыгивать. И если мы по части окружения, доверять только тем, кто проверенный. Вот эта карта, я ее называю информационного хаоса. Ну и люди-то тоже себя тут могут так вести, что ни ответственности не потребуешь, не понадеешься. Это правда. Вот такие энергии в декабре. Давайте узнаем, какой же области это может касаться или каких дел. Ну вот в тему еще и карта дурака, шута выпадает, когда, может быть, знаете, обстановка вокруг вас настолько непонятная, что не знаешь, в каком направлении двигаться. Или чем какое-то дело закончится. Может быть, конкретное дело. И оно обрастает какими-то слухами или какой-то ненужной информацией. И зерна от плевел отделить очень сложно. И вот, ну все же, не сглупить будет тоже очень важно. Да, доверяйте только тому, что надежно. Будьте, вот в данном случае в декабре ваш реализм вам сослужит хорошую службу. Что это может быть еще? А вы как отшельник. Вам никто не мешает. Это великий мудрец, который самые сложные узлы распутывает или какие-то тайны. Он философски относится к жизни и понимает, что две ипостаси мы не можем изменить. Как и события извне приходящие, мы на них не влияем, так и мнение людское, увы, мы тоже не контролируем. Поэтому он в эти вопросы не включается. И это касается как и людей, так и информации, о котором я говорила в самом начале по пятерке жезлов. Поэтому ваша позиция действительно сильная, но к вам, вас могут дергать, мои дорогие девы, ожидая вашего какого-то решения. Или ожидая вашей помощи или вашего совета. Может быть, в этом хаосе вы единственное лицо, которое можете разобраться так спокойно, здравомысляще, расставить все по местам. У вас будет сильная позиция, но вам от этого будет сложновато, потому что эмоционально как бы много каких-то новостей, может быть, и фейков. А вам нужно правду отделить от лжи, может быть. Много и какой-то человеческой глупости буквально тоже может быть. Когда непонятно, как на это отвечать, как с этим взаимодействовать. Может быть, и на работе вы столкнетесь с тем, что я словно один, и вот вы тогда один в поле воин. Потому что все, сколько бы их там ни было, они словно мечутся, или они не могут какую-то точку опоры найти. И на вас будут равняться буквально так. У вас сильная позиция. Вот как этот отшельник, с одной стороны у нас карта дурака, а с другой карта прокрастинации, когда выбор сложно сделать. Может быть, и вы будете перед таким выбором. Но вот так вот мудро принять какую-то за основу реальность, ну, если вопросы касаются именно
ваших личных дел или честолюбивых планов, отталкиваться от того, что важно вам. Ведь отшельник, он следует своей какой-то духовной цели, он миссии своей следует. Давайте карту совет, мне интересно. Тройка кубков. Вы знаете, вы можете столкнуться с людьми, которые вам всей правды не говорят, правда. Хоть и называют это карта праздника, но с учетом именно этой позиции, когда каждый что-то скрывает. Вот, скорее всего, так. И что из этого получится? Да, тут действительно что-то скрывают. А вам надо идти своей дорогой как будто. И вам придется делать выбор. Может быть, между людьми, между направлениями, между способом действия. Может быть, вот двойка мечей – это когда мы можем пойти направо и налево, но одновременно направо и налево мы не пойдем. Ситуация выбора у вас будет в декабре. Ладно, у каждого, видимо, чего-то своего будет касаться. Давайте мы узнаем, что же вас удивит. Пойдем дальше. Карта любящего человека, королева кубков. Карта именно как эмпатии, искренности, взаимопомощи, готовности прийти как и на помощь, так и поддержать в трудную минуту. Это когда вас любят. Может быть, это и ваша любовь, но, может быть, какой-то человек вам признается в любви. Или продолжение будет следовать какой-то любовной истории, мои дорогие. Может быть, и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там, кстати, асцендент, а может быть и по луне. Такое тоже может быть, поэтому будьте внимательны. Это карта эмпатии, поэтому удивит. Может быть, это вы будете... Нам ведь показали уже карты, что много разных вопросов. Тут вроде как и личная жизнь, и область достижений, и взаимодействие в социуме, или с коллегами, с соседями. То есть вот по пятерке жезлов. Но вот какая-то ваша более доброжелательно спокойная позиция поможет вам сгладить многие углы. Хотя... Вы как раз дипломатией и в большинстве своем пользуетесь очень. Иногда она вам даже мешает, Это мое личное мнение, можно не соглашаться, просто... Да, правда, в моей жизни были именно люди, с которыми я работала. Великолепные труженики, но, елки, они жили на работе. Но вот здесь вот может быть такой человек, который вас понимает. Давайте посмотрим, что же нам хотят сказать. Что же это будет за удивление? Тут именно больше про чувства нам говорят. Это путь в будущее, мои дорогие. Значит, какие-то отношения у вас могут быть построены на далекое будущее. Ну, как минимум, наверное, с учетом карты Солнца, как-то история может развиваться в ближайшие полгода. По тройке жезлов. Это сильная позиция, но самое главное... Мы на секунду словно останавливаемся для того лишь, чтобы проверить, правильные ли мы или все ли мы итоги подвели, чтобы идти в будущее. Но уже назад не хочется оглядываться. Это как какая-то перезагрузка. И по четверке кубков у нас здесь идет, когда вы понимаете, что вы словно другой какой-то. Девушка нам изображена, и она в руках держит чашу. И 3 резных кубка стоят перед ней. Она на них даже не смотрит. Как будто ваше сокровище, ваш потенциал, ваши возможности, ваши таланты в ваших руках. И даже если есть какой-то минус финансовый, девушка у нас одета не очень богато. Вот эти оголенные плечи как символ незащищенности. Но, тем не менее, это уже... Взгляд самой девушки нам говорит о том, что она твердо решила, что вот эта чаша, которая выглядит более просто, она как раз в ее руках находится, и это самое важное. Ну, где-то тут может быть выход из какого-то разочарования как раз, и это вас где-то удивит. И по 8 кубков вы правильно все расставите по местам. Какие-то правильные вы выводы делаете и расставляете правильно приоритеты. И, может быть, вы на начало еще где-то самое 1 число октября даже не предполагаете, что вам придется такие выводы сделать. Или сделать такой важный выбор.
А как раз вы, когда его делаете, перед вами открывается совершенно новый горизонт. Именно это вас может удивить. Ну или человек конкретно. Давайте узнаем, кто или что появится неожиданно. Это у нас карта колесница, старший аркан. Это может быть неожиданный переезд. Это могут быть неожиданные предложения. Это сама по себе обстановка меняется, и нам говорят, не оглядывайся опять же назад. Прошлое уже не имеет значения. Встречай все новое, что приходит в твою жизнь. И даже если обстановка как-то меняется, вам это тоже каким-то образом полезно. По этой карте могут быть и новые люди, безусловно. Могут быть и новые встречи, новые какие-то возможности, яркие какие-то события. Но самое главное, полный вперед, мои дорогие. Вот, ну, что появится неожиданно. Ведь эта карта предвещает последующий успех. Значит, использовать по максимуму возможности будет для вас важно. И правда, возможности приходят иногда по-дурацки. Мы как-то себе распланируем, ну, наверное, должно быть вот так и так. А ну возьми, приди эдак. И даже непонятно, что это возможность. Ну, давайте мы уточним, чего же это может касаться. И по карте как раз нулевого аркана это может выглядеть где-то как новое начинание. Это могут быть и новые предложения, но тут как-то надо будет правильно расставить приоритеты, это точно. И нет, тут вот нам говорят, если в позиции пятерки жезлов нам говорили не сглупи, а рядом у нас тройка пентаклей. Это карта прогресса. Это когда мы что-то конкретно изучаем или сдаем жизненный экзамен. Экзамен – это уже тоже жизнь наша делится на до и после. После экзамена мы более востребованы, перед нами больше или более такие широкие горизонты, больше знаний, значит, более как специалист, такой грамотный, толковый, и которого больше организации солидные хотят иметь в своем коллективе. То есть это в конечном итоге вы для себя горизонты расширяете и увеличиваете собственный кругозор. У кого-то это может прийти как раз по-дурацки, какая-то возможность. Но если вы додумаете, как эту мысль, может быть, это мысль, как инсайт, как мне это воплотить в жизнь, вы поймете, что, может быть, пройти какие-то курсы. И если это желание, к примеру, вам интересно какое-то дело, или вы обладаете какими-то навыками, как скиллами, вы умеете делать что-то хорошо, из разряда, может быть, ремесла, добавите какие-то курсы и поймете, что, ох, а я теперь точно знаю, я буду развивать какое-то личное дело, личное творчество, и у вас получится, мои дорогие. В последующем это произойдет не так быстро, но как будто финансовый эквивалент у вас точно увеличится. Или вы вообще решите кардинально ваши доходы финансовые. Ну вот карта нам говорит, главное, закрой в прошлое дверь. Десятка мечей всегда только об этом. Что-то не имеет смысла продолжать. Вам просто только вперед. Ну, мы все разные, поэтому помните, наверное, мои дорогие, что появляется неожиданно. Будьте внимательны как и к собственным мыслям, инсайтам, так и к предложениям. Ваша задача не застрять в прошлом, вот не удерживать то, что не служит вашему прогрессу. Потому что мы ведь можем противиться где-то вот этим изменениям. А судьба, она тоже порой как великая шутница. Если мы пытаемся что-то удержать и не рассматриваем, не идем вперед, не пытаемся свою жизнь именно в каком-то новом ключе раскрыть или добавить себе новые возможности. Это надо делать постоянно. Мы, наоборот, больше нацелены, чтобы сесть и успокоиться. То перемены ведь они все равно будут. Они могут ворваться в нашу жизнь через события в жизни близких людей или нашего социума, или через события в окружающей обстановке, у каждого по-своему. И нам все равно на нас тогда это будет как-то влиять. Но тогда это какие-то... Нам приходится вынужденно какие-то собственные ресурсы использовать. Поэтому нужно вносить коррективы первому. В целом, вот где-то так. И к чему все это идет? Вот все, что мы с вами открыли. Ну, вот еще одна карта, которая, не оглядывайся назад, это карта избавления от боли,
избавление от страданий, 20-й старший аркан, страшный суд. У кого-то может проиграться как возможность, да, в чем-то поставить точку, сделать правильные выводы, идти вперед. И опять же про прошлое. Оно не имеет для вас как будто значения. Что бы вы там ни думали или что бы вы там ни анализировали, понимаете, любой словно возврат назад будет означать вот эту пятерку пентаклей. А вам дорога к солнцу. Вас как высшие силы, мои дорогие. Правда, какая-то миссия вами должна быть выполнена. Давайте я спрошу, чего это может касаться. Еще раз нам выпадает нулевой аркан. Может быть, я недостаточно хорошо перемешала колоду. Давайте посмотрим, чего это может касаться. Ну, у каждого, понятно, своя сфера жизни. 20-й старший аркан. Ну, ваша сила. Вот мне нечего добавить, ничего я не тяну. Еще один старший аркан. Обратите внимание, мои дорогие. У вас выпадает колесница. Дорога к успеху, по сути дела, так. Подведение итогов, вот к чему. Значит, постепенно вы словно шаг за шагом закрываете не одну дверь, может быть, в прошлое, а их несколько. Оно и на самом деле все расставляете по местам во всех сферах вашей жизни и идете вперед. Карта силы – это карта дипломатии для девочек, для вас, мои дорогие. Это карта женской силы, и поэтому это вы можете быть как и в центре внимания и обладать особым потенциалом. Да, конечно, дипломатия, но дипломатия будет касаться мужчин тоже. Хорошо, давайте тогда мы узнаем, что уже исполнится, что сбудется. Когда ты будешь сохранять себя, когда ты будешь сохранять, это вообще-то карта жадины. Ну, наверное, все то, что есть смысл сохранять, ты, ну, где-то не будешь подвергать себя риску. Видимо, это будет иметь значение. Вообще не очень понятно, откровенно говоря. Причем здесь сохранение, может быть, вы понимаете, я не очень. Потому что мы можем, конечно, бездействовать, кстати, по этой карте, что исполнится. И тогда нам карта просто говорит, что если ты ничего не предпринимаешь, так ничего и не исполнится. Вот напрямую. Но давайте я узнаю, чего это может касаться. Да, это так. Все то, что я сказала. Если мы ничего не предпринимаем или пытаемся что-то из прошлого удержать искусственно, насильно, то, что пытается от нас оттолкнуться само, будь то отношения или то, что не служит вашему росту, может быть, в вопросах работы, деятельности, занятости, вот это надо менять. Нечего добавить. Какая тайна откроется? Ух ты! Это 15-й старший аркан дьявол. Эта карта может действительно тайна какая-то открыться о какой-то зависимости. Это может быть как и для вас, как тайна. Вы поймете, что да, вот без чего-то, без кого-то мне очень сложновато находиться. Могут быть самого разного рода зависимости. У кого-то это может проиграться, когда нам ведь сказали, что в принципе у вас сильная позиция, есть возможность заработать деньги. И для кого-то из вас это может так, знаете, для заработка все способы хороши, поэтому не рискуйте собой. Какой-то риск может открыться, понимаете? Или какие-то зависимые отношения, может быть и так. Давайте уточним. Вообще эта карта дает хорошую физическую форму. Королева мечей. Нет, тут надо зерна от плевел отделять. И это у нас прообраз Юдифи, мои дорогие девы. И, как известно, уж отрезала она, так отрезала. Но когда она пошла с целью как раз совершить вот это действо, благодаря которому она вошла в историю, она никому ничего не говорила. Она надеялась только сама на себя. И она сумела где-то в себе подавить и страх, и риск. Но ваш план, вот я хочу сказать, может как раз вполне осуществиться любой при каком-то вашем жестко холодном расчете, но не на эмоциях. И когда вы надеетесь, ну, словно в одиночку проходите, потому что как вы только кого-то приобщите,
либо чужие энергии, чужие, может быть, ну, знаете, как разговоры ненужные, чужое мнение, оно вам может помешать. Или, может быть, чужие сплетни. Вот есть то, что вы должны осуществить лично вы, мои дорогие девы. Что это еще? По крайней мере, в вопросах благополучия, так это точно надеемся на себя. Но ведь эта карта очень сильной королева, да? Очень сильной женщины, девушки. И для вас, мои дорогие девочки, это ваша сильная позиция особенно. И правда, вы можете быть очень притягательны, привлекательны для противоположного пола. И если мы говорим, какая тайна откроется, ну, кто знает, может быть, кто-то и признается вам. У нас же карта любящего человека выпадала, что я без тебя жить не могу буквально. Для вас мужчина, для вас может быть такая женщина тоже, действительно очень привлекательная. Но она самодостаточна настолько, что она ни в ком особо не нуждается. Вот такое может быть. И тогда вам придется искать с ней какие-то общие точки взаимодействия. Тут вряд ли что-то быстро пойдет. Хотя у нас выпадает десятка пентаклей. Для кого-то из вас это, ну, где-то ваша мягкость, настойчивость может сыграть. Или ваша искренность может растопить лед в ее сердце. Вот такого прагматика. Потому что у нее всегда какая-то история грустная за плечами. Ее жизнь заставила стать такой. Для вас, мои дорогие девочки, может быть и ситуация, когда что-то дома у вас тоже может решиться. Может, знаете, мои дорогие, десятка пентаклей и карта дьявола. Нам как раз 15-й аркан не только с физической формой помогает, то есть чувствовать себя бодрыми, уверенными, но еще отчасти помогает решить финансовые вопросы. И тогда, и если у нас карта пятерка как раз пентаклей говорила о финансовом, предположим, недостатке, или есть та тема финансовая, которую вам нужно решать, вы ее сумеете решить на самом деле, но как-то очень расчетливо, грамотно. Опять же, не должно быть эмоций, надежды на кого-то, и не путем, понятно, азартных игр. Примите во внимание, холодные энергии должны прийти на смену какой-то страсти. И даже если это проигрывается в отношениях, то отношения это прекрасно. Когда отношения переходят, ну, в большую конкретику, когда касается оформлений или какого-то документного подтверждения, то в плане ответственности нужно что-то продумать. Причем продумать и исключить как и эмоции восторга, так и самокопания. И что же будет дальше или чего ждать? Верховная жрица – это карта независимости. Причем это та, которая находится в тени. Это та, которая мудрая, имеет знания, те знания, которые недоступны каждому. Она умеет видеть то, что люди не говорят, не транслируют, но то, что является причиной как раз каких-то событий. И поэтому просчитать как минимум на пару шагов вперед у вас будет до конца года такая возможность. И вот эти качества о развитии интуиции, мы с вами говорили, они будут возрастать. Вы знаете, для вас, мои дорогие девы, несмотря на то, что хоть вы и находитесь, допустим, в отношениях, кто-то у вас, из вас, люди семейные, и, понятно, у каждого своя история. Я могу сказать, что вы можете что-то совместить, как область достижений, так и личного счастья. Но все же я могу предугадать по этой карте, что ваше самовыражение, которое направлено больше на развитие ваших способностей, будет продолжено в 2025 году. Как будто в этом ваша независимость и сила. И вы должны эти качества в себе развивать, но точно не быть на вторых ролях. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.